доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем», канал об узорах, и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, заглядывайте в плейлисты. А также надеюсь, что видео вам понравится, и вы оставите свои лайки, свои комментарии, подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И, естественно, нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности за ваши комментарии, за вашу фантазию, за вашу поддержку. Вы огромная моя группа поддержки. Спасибо вам большое. Многие страны, города. Это очень-очень классно и приятно. Я ж к вам сегодня с узорчиком для очередной шали. Ну, как всегда, естественно, я приложу схемку, и получается так, что я опять поменяла немножко схему. Но принцип вы увидите, и принцип вы поймете. И я еще вам расскажу, как не запутаться, так скажем, небольшой лайфхак. Так? Итак, ниточки у нас сегодня Alize Angora Gold Simli. Так? Классные ниточки, 100 грамм, 500 метров. Здесь акрил вместе с шерстью и чуть-чуть 5% металлика, поэтому, видите, ниточка такая классная, блестящая. Ну, цвет классический, цвет серый, как бы мы привыкли шаль видеть в сером цвете, да, но не обязательно. То есть вы можете использовать разные цвета. Итак, что у нас по поводу крючка здесь говорят? От двоечки до четверочки, так? То есть в зависимости от узора, в зависимости от рисунка берете необходимый крючок. Я беру троечку. Мне понравилась троечка вязать. Помните, вот наш вот такой вот беленький узорчик для шали был, да? Из такой же ниточки. Вот. И что я хочу сказать. В данном узорчике я вначале хотела сделать, получается, по периметру точно такие же веерочки. Так, помните, мы точно такой же делали узорчик для вот такой шали с веерочками, да, по периметру. Но попробовав, я поняла, что все-таки мы здесь с вами будем делать не веерочки, а будем делать шишечки, бубочки. Ниточек, конечно, скушает побольше, но красота того стоит, эффект будет. Ну что, приступим. Как всегда, я не отключаю видео, то есть полностью от начала до конца образца. Девчата, я вяжу образец, потому что сама шаль как таковая на сегодняшний день мне не нужна. Поэтому рассказать расход пряжи я не смогу, но я вам приложу в описании, как в принципе можно рассчитать, сколько метров вам понадобится на ту или иную шаль. Но это, естественно, приблизительно, потому что в зависимости от вашей плотности, от вашего образца, от вашей ниточки, от вашего крючка. Понятно, да? То есть много-много нюансов. Итак, я показываю вам образец узора. Зафиксировали нашу петельку. Так, мы ее, получается, первую петельку не считаем. И набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Дальше в самую первую петельку вводим крючок. Вот так вот протягиваем ниточку соединительной петелькой. Раз, соединили. Что делаем дальше? Дальше мы с вами будем делать шишечку и при этом прятать вот эту вот нашу ниточку. Смотрите. Воздушную петельку вот так вот одну сделали, подтянули ниточку. Накид. В кольцо вводим крючок. Вытягиваем ниточку. Подтягиваем вот так вот. Стоп. Раз. Точно так же. 2. Точно так же. 3. Точно так же. 4. Точно так же. 5. Теперь все вместе провязали, зафиксировали. Одна воздушная петля. Опять накид сюда же. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Вот у нас получается 2 такие шишечки-бубочки, либо правильно называют их пышные столбики. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. И сюда же, опять в это кольцо, делаем точно такие же еще 2 шишечки. Вы поймете, вы пока просто повторяйте, вы поймете принцип. 1, 2, 3, 4, 5. Пока начало вязания скажу вам, что и зафиксировали. Скажу вам, что шишечки-бубочки не обязательно должны быть из 5 петелек, из 5 накидов. Они могут быть из 3, они могут быть из 7 и так далее, то есть из 9, как угодно. Чем больше петелек, тем пышнее получается шишечка. Но, естественно, тем больше вы тратите ниточек. Угу. Дальше. Опять одна воздушная петелька, накид, ввели в центр крючок, протянули ниточку 1, еще раз, точно так же 2, 3, 4, 5. Все вместе протянули ниточку, зафиксировали. Так.
Смотрите, та ниточка, которая у нас остается, она нам уже не понадобится. Так, то есть вы ее можете с чистой совестью вот здесь вот отрезать. Угу. Она у нас хорошо зафиксирована. Все. Убираем эту красоту. Продолжаем дальше. Итак, смотрите. Вот у нас наш первый ряд. Основание. То есть наша будет шелька вот такая, вот, треугольником идти. Основание и 4 шишечки-бубочки. Есть. Дальше. Смотрите внимательно. Поворот. Ввели крючок вот в эту арочку. Мы здесь, помните, между шишечек делали одну воздушную петельку. Вводим крючок. Вот так вот. Соединительная петелька. Раз. Угу. Дальше. Подтянули вот так вот. Петельку сделали. Подтянули ниточку. И будет наша следующая шишечка. Опять. Итак. Раз. Два. Три. 4. 5. Провязали, зафиксировали. Одна воздушная петля. Сюда же, в эту же арочку, в эту же, провязываем опять шишечку-бубочку. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Так, смотрите внимательно. Вот эти вот, получается, арочки из таких вот шишечек пышные, да, они у нас будут сопровождать весь наш ряд. Вы, ну, как бы заметите, да, то есть каждый непосредственно ряд будет начинаться именно этими шишечками, именно этими бубочками. Итак, что делаем дальше? Теперь внимательно смотрите. Воздушная петелька. Подтянули ниточку. Накид. И вот получается в основание нашей вот этой шишечки-бубочки захватываем 2 петельки. Вводим крючок, вытягиваем ниточку. Вяжем тихонечко, аккуратненько, потому что если мы ошибемся, то эта ниточка очень тяжело распутывается. Распутывается, но тяжеловато. Итак, раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4, сюда же, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Так? И вот так вот, смотрите, запомните, мы будем шишечкой начинать каждый ряд. То есть вот мы провязали вот эту арочку с пышных столбиков. Я еще уточню, покажу, вы ее запомните. И каждый раз мы будем начинать шишечкой ряд. Что делаем дальше? Дальше подтягиваем так вот ниточку. Не сильно много, но как бы средненько. Смотрите. Видите? Подтянули ниточку, захватили пальцем все ниточки. Все. Вот через петельку протянули крючок. Вот так вот. И вот эта тоненькая одна левая петелька, вот эта ниточка, вот так вот в нее входим, вытягиваем ниточку и делаем столбик без накида. Понятно? Я еще раз покажу. Идем пока дальше. Итак, смотрите. Вот наши, получается, у основания 4 бубочки. Раз, два, три, 4. Так, между первой и второй мы провязали сейчас вот наши бубочки. Так, между второй и третьей пропускаем. Между третьей и четвертой сейчас будем вязать шишечки. Просто пока повторяйте. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Одна воздушная петля, накид сюда же. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Смотрите, вот у нас получается вот такой вот второй ряд. То есть у нас начинают расходиться веерочки, расходиться веерочки. Вот это вот наша бубочка по узору будет. Вы не запутайтесь, я вас научу, вы поймете, как это делать. А вот это вот, то, что мы с вами сейчас делаем, называется петля Соломона. И наверняка вы многие видели такие вот шальки, которые сделаны только из петлей Соломона. Смотрится шикарно, воздушно. Но мы сегодня с вами добавим еще в такую вот шишечку. Сразу скажу, что идею я эту увидела. Так? То есть это не я автор. И если автор непосредственно найдется, мы его подпишем, естественно, в описании. Итак, идем дальше. Провязали поворот.
Опять заходим в нашу арочку между нашими бубочками. Так, зашли. Соединительной петелькой. Есть. Воздушная петля, подтянули ниточку. Вяжем опять вот эти такие же 2 шишечки-бубочки. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Дальше 1 воздушная петелька, и сюда же мы провязываем еще 1 шишечку-бубочку. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Поняли, да? Каждый ряд мы начинаем шишечками-бубочками. Теперь вспоминайте, я вам говорила, что мы после этих шишечек-бубочек крайних всегда ряд начинаем шишечкой. Поняли, да? Итак, подтянули ниточку, накид. Вот в основании, получается, нашей этой шишечки-бубочки захватываем таким образом, чтобы у нас захватились 2 ниточки, иначе у нас растянется наша шишечка-бубочка, будет некрасиво. Видите, вот 2 ниточки. Угу. Подтянули ниточку таким вот образом. Раз, два, 3, 4, 5. Так. Все вместе провязали, зафиксировали. Теперь подтянули вот эту ниточку, как бы средненько, не сильно. Смотрите, еще раз повторяем петлю Соломона. Захватили ниточку. Так. Все вместе пальцем левой руки держим. Протянули ниточку. Держим, держим, держим. Вот в эту капелечку проваливаемся и провязываем столбик без накида. Вот. Вот за счет этого возникает такая воздушность и красота. Что делаем дальше? Смотрите, вот у нас получается вот такая вот была арка. Раз, раз. Так? Между петлей Соломона и шишечкой-бубочкой. Вот мы, получается, проваливаемся вот в эту петельку между ними и провязываем столбик без накида. Есть. Повторяйте пока. Опять подтянули ниточку, накид. Сюда же опять провалились. И делаем шишечку-бубочку. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Дальше подтянули ниточку, захватили. Так. Все вместе пальцем левой руки держим. Провязали вот так вот петельку. Утонули в эту капелечку, которую мы только что сделали. Захватили ниточку и провязали столбиком без накида. Понятно? И теперь перешагиваем, идем вот непосредственно в наши крайние 2 шишечки, 2 бубочки. Вот сюда вот в арочку. Подтянули раз, подтянули 2, 3, 4, 5. Все вместе. Секундочку, давайте еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе за раз провязали, зафиксировали. 1 воздушная петля и сюда же опять еще 1 шишечка. Раз, 2, 3, 4 и 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Видите? То есть, если бы вы вязали только одними петлями Соломона, без шишечек, то у вас тоже не такая же была здесь петелька, 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 петелька. Видите? То есть, так вот, здесь у вас получился бы такой крестик. И мы будем постепенно расширять. Если что-то немножко непонятно, просто перематывайте чуть-чуть назад и повторяйте заново. Хорошо? Итак, сейчас мы с вами опять возвращаемся, поворот. Соединительная петелька, шишечка наша бубочка. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Воздушная петля. Раз, сюда же 2, 3,
4, 5. Провязали, зафиксировали. Так, вот они наши самые крайние шишечки, так и идут. Далее мы договорились, что мы здесь будем провязывать шишечку в начале ряда каждого, шишечку-бубочку, верно? Так, подтянули, утонули вот сюда вот в основании шишечки, захватили 2 петельки и подтягиваем. Раз, два, три, 4. Ниточка такая пушистенькая, что захватывается. И 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Все, мы с вами, вот просто поймите принцип, мы с вами чередуем шишечка, петелька, шишечка, петелька, шишечка, петелька. Поняли? Если мы сейчас сделали шишечку, а мы в начале ряда всегда делаем шишечку, вот этот лайфхак, который вы должны просто запомнить, если как бы схему рисунка не, ну, пока может быть непонятно, то следующее у нас будет что? Петелька. Подтянули ниточку, вот так вот захватили ее, левой рукой полностью взяли все ниточки, провязали вот так вот петельку. Дальше ныряем вот в эту капелечку, захватываем ниточку и провязываем столбик без накида. Понятно, да? Итак, перескакиваем вот в основание, видите, шишечки, столбик без накида. Угу. Потом воздушная петелька, подтянули ниточку, проваливаемся. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Теперь у нас петля Соломона. Взяли 3 ниточки, держим пальцем, провязали, утонули в капельку, вытянули ниточку, столбик без накида. Угу. Следующая наша шишечка. Опять утонули, столбик без накида. Воздушная петелька, подтянули. И так далее. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И для того, чтобы перейти вот к нашим вот этим вот крайним веерочками с как бы из шишечек, да, с арочкой, опять делаем петельку Соломона, держим, протягиваем, утопаем, вытаскиваем, столбик без накида. Угу. Все. И теперь наши шишечки. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Угу. Вот такая вот должна получиться красота. Смотрите. Ну, я надеюсь, принцип понятен. Так, но я вас пока не оставляю, не отпускаю. Смотрите, еще раз повторюсь. Поворот. Вот они наши арочки из пышных столбиков. Проваливаемся в арочку. Соединительная петелька, воздушная петля, подтянули ниточку. Раз. Делаем опять 2 пышных столбика. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Сюда же. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. В начале каждого ряда, вспоминаем, мы провязываем шишечку. Итак, подтянули ниточку и утопаем вот в основании этой шишечки. Так, захватываем 2 петелечки. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали, подтянули ниточку, держим левой рукой 3 петельки, подтянули, провалились, вытянули, столбик без накида. Угу. Дальше вот наша шишечка следующая, в нее
входим, провязываем столбик без накида. Воздушная петелька подтянули и проваливаемся вот в основании этой шишечки. Раз, два, три, четыре, пять. Подтянули, зафиксировали. Как только шишечку провязали, после шишечки идет всегда петелька. 3 петельки держим левой рукой, захватили ниточку, провязали, утонули в капельку, вытянули ниточку, столбик без накида. Угу. И опять к шишечке идем и провязываем столбик без накида. Опять подтянули ниточку, шишечку вяжем. Раз, два, три, четыре, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Ну вы поняли, да? Шишечка, петелька, шишечка, петелька, шишечка. Сейчас будет, получается, петелька. Итак, еще раз. Петля Соломона, 3 петли. Держим пальцем, вводим крючок. Утонули в капельку, вытянули ниточку, столбик без накида. Так. Дальше идем к следующей шишечке. Видите? Вот она, следующая шишечка. Столбик без накида. Воздушная петелька, подтягиваем ниточку и делаем шишку. Раз, два, три, четыре, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И после шишечки у нас еще идет петелька Соломона. Подтянули ниточку, держим все вместе левой рукой. Взяли ниточку, провели в петельку. Теперь утонули вот в эту капелечку. Вытянули ниточку, столбик без накида. Все. И дальше у нас тут вот эти крайние наши шишечки с арочками. Все. Опять провязываем нашу шишечку. Раз. Два. Три. 4. 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петля обязательно. И сюда же. Раз. 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Смотрите, когда вы будете вязать, да, то вы, понятное дело, что вот крайние у вас идут все шишечки, 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 шишечки. А здесь, когда вы присмотритесь, у вас будут такие шишечки зигзагом идти. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Вот видите, влево, вправо, влево, вправо. И тут они будут постепенно расти влево, вправо, влево, вправо. Еще одни будут влево, вправо, и еще, и еще, и еще. Принцип понятен, да? Давайте свяжем несколько рядочков, да? Немножечко вырастим образец. Я вам покажу, какая красота получается. Давайте. Так, девчат, смотрите, провязала несколько рядочков. Гляньте, такой прикольный цвет. На камеру он выглядит таким металлическим. Классный, да? Ну, вживую, конечно, он немножко не такой, немножко посветлее. Итак, смотрите, вот, допустим, связали образец. Так, если внимательно приглядитесь, смотрите, вот эти вот шишечки зигзагами идут, видите? Когда шалька просто петлями Соломона, то просто вот эти петельки как бы крестиками идут и так далее. А тут мы, получается, часть петелек, да, половинку крестика заменили на шишечки. Ну, скажите, класс, да? Итак, я хочу показать вам, да, пообещала в описании напишу, но я хочу показать, как можно рассчитать, сколько уйдет пряжи приблизительно на шальку, размера которого вы хотите. Я замерила свой образец. Вы вяжете свой образец, замеряете. Вам необходимо знать стороны. То есть мы будем брать, так скажем, что это у нас прямоугольный треугольник. Угу. Формулу будем брать прямоугольного треугольника. Замерьте, пожалуйста, от верхушечки вот до края вашего вязания. Опять же, вот от этой верхушечки до края вашего вязания. Циферки должны быть одинаковые. Так. И запоминаем их. Итак, смотрите. Формула прямоугольного треугольника, а конкретно площадь, так, прямоугольного треугольника, равняется А помноженное на Б и помноженное на 0,5. Вот, прямоугольный треугольник. То есть это наша шаль. Да, начинаем мы отсюда вязать. Итак, я здесь замерила, у меня здесь 16 сантиметров. Вы мерите у себя. Здесь тоже замерила, в образец 16 сантиметров. Вы мерите у себя. Я должна буду найти площадь треугольника, которого я сейчас связала. Площадь треугольника. Значит, я 16 умножаю на 16
и умножаю на 0,5. И площадь моего маленького треугольника равна 128 сантиметров квадратных. Так? Теперь я предположу, что я хочу сделать большую шаль, так, у которой каждая сторона будет 100 сантиметров. Вы как хотите, 90, 120, 150, то есть как хотите. То есть гипотетически предполагайте, какая у вас будет шаль по размеру. Итак, сколько же это будет площадь треугольника? Получается 100 умножаем на 100 и умножаем на 0,5. Получается, площадь здесь треугольника будет 5000 сантиметров квадратных. Все. Эти две циферки запомнили. Пока отошли от площади. Я взвесила свой образец, и он у меня масса 6 грамм. 6. Так? Мне необходимо будет узнать, сколько же я должна буду взять моточков, да, то есть в граммах я узнаю, сколько моточков будет вот для этого большой шальки. Я делаю пропорцию, математика. 6 грамм, маленький мой образец, это 128 сантиметров в квадрате. Так? А получается, сколько грамм будет, если это будет 5000 сантиметров в квадрате? Я решаю, как меня в школе учили. То есть крест-накрест. 6 умножаю на 5000, делю на 128. И у меня получается здесь 234 грамма. А я знаю, что мой один моток ниток, так, 100 грамм. Значит, мне нужно что? Получается, сколько мотка? 2 мотка, так, еще плюс 34 грамма. Ну, то есть, грубо говоря, 2,5 мотка. 2,5 мотка гипотетически мне необходимо будет для того, чтобы связать вот такую вот шаль. Но, естественно, вы берете 3 с запасом вдруг чего, верно? Принцип вам понятен, как рассчитать можно приблизительно, сколько это будет у вас ниточек. 2,5 мотка. То есть вы идете, покупаете с чистой совестью 3 мотка. Так? Учтите, если вы захотите делать висюлечки, это дополнительные нитки. Понятно? Если вы захотите делать какую-то там супер шикарную, интересную дополнительную обвязку, так, может быть, из таких же петелечек Соломона, то есть это будут дополнительные ниточки. Угу. То есть приблизительно ориентируйтесь на данный объем, а дальше, естественно, как ваша фантазия, куда вас приведет. Так, я надеюсь, я вам доступно объяснила. Если что, заскриншотьте. Точно так же посчитайте, перемотайте назад, и у вас получится. Договорились? Договорились. Ну что, надеюсь, что видео вам понравилось. Все понятно, все доступно, вы не запутались. Если что, контакты в Инстаграме, пишите в директ, фотографируйте, показывайте свои работы. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.